BMW, я ненавижу тебя. Просто приехал за прокладкой клапанной крышки и за всего лишь какими-то резиночками под болтики этой клапанной крышки. Прокладка клапанной крышки стоит 1800, а какие-то вонючие маленькие кругленькие резиночки сейчас вот такие вот. Вот они. Стоят аж 1200. Итого 3000. Плюс 2100 рублей со скидкой за 6 резинок свечных, которые на катушках зажигания. 2100 за них. Сейчас еще надо поплавки взять. Еще надо двухконтактный датчик температуры взять. Блин, пацаны, BMW, блядь, за резиночки, блядь, просто дофига бабла. Такой у нас уровень обслуживания в Чеченской Республике во всех магазинах, практически во всех. Простоял я почти час, ну как простоял, туда-сюда, короче, бегал, ждал, пока не других пропустят. Очередь, понятия вообще у нас нету. Купил клапанную крышку, в итоге резинки я тебе отдал, взял теперь резинки за 800 рублей. В предыдущий раз, как я вам сказал, сейчас вот буквально несколько секунд назад, что взял их за 1200. Это пипец, блин. Магазин рядом, переплата уже, блин, 400 рублей за резиночки, переплата. Да, это, блин, это вообще бред. За сегодня уже почти 15 рублей у меня ушло. И это я еще не посчитал, что мне сейчас за работу надо будет заплатить. В общем, сейчас все купил, почти все. Еду сейчас к Адаму Цинаеву, отдам ему на работу машину. Надо подождать, пока двигатель остынет. Лабаш мне только заклеили, я его забрал, не дождавшись, пока он высохнет. Вообще. Потому что времени нет, понимаете? Теперь отгоняю машину. Подождите, поменял лабаш. Вот он, новый лабаш стоит, российский. 7000 рублей. Ну, 6800. 7000 все равно. 4000 лабаш, 2000 работа, 800 рублей клей. Блядь, где за клей просили еще деньги вообще, вы можете сказать? Я, короче, в шоке. Или из-за того, что я просто лошара, или не знаю. BMW. В общем, еще посмотрите, что меня бесит. Как ты, тот, кто владел этой BMW, извини, братан, как ты мог, блин, поставить от Приора? Вообще, объясни. Как мог ты, блин, это же BMW, это же не Приора. Температуру не показывает. Уровень показания топлива не показывает. У машины отключен датчик лямбда-зонды. Теперь мне что нужно? Она перерасходует топливо, это явно видно. Мне теперь нужно сделать диагностику, проверить ДМРВ, потом сделать программу, чтобы она меньше расходовала. В общем, блин, дофига чего. В общем, еду к Адаму, оттуда надеюсь, что будет включение. 2400 и сейчас еще на 300. 2700-2800. Это BMW, брат. Ну что, братан, я вот пока съездил еще в магазины. Расскажи, что ты тут сделал. Че, как обстановка? Ждал, пока ты Твикс повезешь. Не, ну это понятно. По делу, вот, например, да. Забрал, почистил, снял вот здесь. Все в герметике же было. Так. Все катушки были завернуты вот так вот. Как были завернуты? Это супер тюнинг. Ага, Это, в пакете. да, в пакетиках, чтобы масло. Это поэтому масло пропускало, да? Само собой. Ну и плюс эти сами резинки были разорваны. Резинки разорванные, плюс сами электронные контакты сломанные. А вот у нас Вот новые резинки вот немецкие. резинки. Да? Это старые, да? Вон новые я все одел. Новые ты одел? Вот, новые резинки катушек. Знаете, сколько они стоят? Ага. 1200. Одна штучка? Нет, каждая штучка 450, отдали по 400. Итого... Итого ты их купил 6. 2400. 2400. Скажи, я люблю BMW. Я люблю BMW. Я тоже. Ты тоже любишь BMW? И выпиваешь растворитель, да? Кстати, все BMW-щики должны пить растворитель, потому что пить нормальную воду... Потому что растворитель масло убирает. В общем, клапанную крышку сейчас надо будет поменять. Плюс Адам говорит, что желательно на паромойку это отвезти, но так как я бомж... Съездите? Нет, я теперь бомж, у меня теперь нет денег на то, чтобы мыть паром. 100 рублей? 100 рублей? Да. Рублей 100, и больше не важно. Весь мотор за 300 чисто. Адам, а что, прям стоит это делать? Ну, если ты хочешь, чтобы у тебя более-менее опрятно было под капотом. Так и там надо было всю машину в паромойку, в растворитель вытащить и поставить сушиться. Ты что подразумеваешь? Что ты думаешь? Чтобы в моей бричке отвезти эту грязную вещь. Да, у меня там машины нет, человек этот захочет ехать или нет. И это такое, типа, молчаливая просьба твоя такая, да?
Да. на который я молчаливо откажу тебе. Думай. Да. Что Вот думаешь, я пакет не... неси, если там завернешь, чтобы не накапывало. Нет, пакет завернем, Не есть, испачкать. пакет есть. Пакет есть. Пакет Так найдется. В BMW гараже пакет есть по-любому, чтобы Да. масляное что-то отвозить. Так, ты уже промазываешь герметиком, сейчас накинешь прокладку, да, клапанной Да. крышки и саму клапанную крышку. Мы сразу джан. Да. Иса, пока я ездил по другим делам, помыл на паромойке клапанную крышку. Вот. Слушай, она реально симпатичнее стала. Иса, а можешь снаружи показать ее на камеру? Ее можно? Снаружи она не такая симпатичная. Да, ну, пипец, она же страшнее, чем моя жизнь, блин. Газ в пол, она не едет, блин, с ней что-то случилось. Бесполезно, да? Вот. Я бочком выехал с поворота, давил газ в пол, и после 4 у меня тяга пропала, 2-я, 3-я вообще не едет. Даже когда первую врубаешь с места, на холостых вообще обороты слабо умирает. Ни на газу, ни на бензине, вообще бесполезно. И оно у меня, кстати, 2 раза заглохло на ходу. Вот, пердит, слышь, троит. Она не троит. А, не троит? Что это может быть, Адам? Не знаю. Ага, не откроешь ты сейчас ручку. Да, стой, стой. А, ну. Вот так это выглядит. Хорошо, что хоть стеклоподъемник работает. Еще багажник. Ну я понял. Как будто что-то отвалилось, Да. когда я ехал. Хорошо, что тебя плохо слышно. Так. BMW я сказал. Все, понял. Так, подожди. Только вчера поменяли клапанную, блин, прокладку. Сейчас ты отключил этот ДМРВ, да? Да. Да ладно, я сам себе режиссер запарил. Это то же самое. Не набирает обороты она вообще нифига. Что вообще вымер надо. Она сейчас едет, знаешь, как она полный тап. В общем, я не снимал сегодня, но ездил в магазины за запчастями. Вот тут какой-то, блин, нафиг. Яблочко взял, потом на разборочке мягкое соединение рулевого вала. Дальше ступицу взял, подшипник ступицы, потому что задняя левая ступица, ну точнее подшипник у меня полностью в ноль мертвый, как Адам сказал. Купил выхлоп, тазовский резонатор, банку. Это все временный вариант, лишь бы чуть-чуть приглушить ее. Потому что пока мы не будем заказывать спортивный выхлоп, это еще время. Трубы взял, 2 трубы по метру, 600 рублей получается. Это 51 диаметр, 46 диаметр. Приоровская банка с S-образкой, с гусем. Еще 750 рублей, 650 рублей. Средняя часть резонатор. Вот она, 650 рублей стоит. Вот такая дичь примерно 1,5 рубля должна вообще стоить. Яблочко стоило 1300. Вот хорошая немецкая фирма. Потом вот Маэле тоже подшипник 1300. Спидометр, ну такой от 1,5 до 2 рублей. Объясню почему спидометр, ну точнее щиток. Потому что поменяли датчик температуры, тоже немецкий поставили. Не показывает, точнее показывает неправильно. Потом нашли, что неправильно штекеры были подключены к приборке, все равно не показывает правильно. Скорее всего, вина приборки. Поэтому решили поменять приборку. Ну и она чуть-чуть посвежее выглядит. Взяли 260-ю приборку, ее надо будет поставить. Ну и посмотрим, как все будет работать. И сейчас пытаемся найти
причину, в чем же проблема, точнее, из-за чего сейчас пропала тяга.